Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня вторник, и в этот день мы рассказываем о событиях в истории средневековой Европы. Я Елена Браун. Тема сегодняшнего выпуска – Клюнийское монашество. Начало истории Клюнийского монашества относится к 909 году. В этом году знатный мирянин Бернон, уже основавший в бургундских землях два монастыря с очень строгим уставом, решился создать новую обитель на вилле Клюни, подаренной ему герцогом Гильомом Аквитанским. Со стороны герцога это был очень щедрый дар, так как он отказывался от своих феодальных прав в отношении новой обители. Более того, новый монастырь должен был подчиняться напрямую римскому папе. Обитель Клюни издавна славилась своим благочестием. Настоятели Клюнийского монастыря проповедовали строгое соблюдение устава святого Бенедикта. При аббате Адоне, которого современники прозвали могильщиком за постоянно опущенные к земле глаза, влияние обители серьезно возросло. В 931 году римский папа подтвердил привилегии аббатства и позволил настоятелю принимать под свою власть новые монастыри для реформирования их жизни. Аббат Адон был настоятелем Клюнийского монастыря на протяжении 20 лет. За это время монастырь изменился, стал гораздо больше и серьезно разбогател. Знатные люди Бургундии, Северной Франции и Лотарингии, впечатленные благочестием настоятеля и его монахов, постоянно одаривали монастырь новыми землями. Чтобы подчеркнуть свою обособленность от мира и от белого духовенства, монахи-клюнийцы облачились в черные рясы. До этого облачения монахов были либо белыми, либо коричневыми. Идея монастырской реформы очень быстро перешагнула границы собственно монашества. Примерно с середины XI века монашеские обеты бедности, безбрачия и послушания стали обязательными и для белого духовенства. Проводником этих идей стал римский папа Григорий VII, сам воспитанный в традициях клюнийцев. Реформированное монашество очень быстро превратилось в главную опору папской власти. Временем наибольшего процветания монастыря Клюни стали XI-XII столетия. Эти века были временем наивысшего религиозного подъема. На протяжении всего XI века европейцы ожидали наступления конца света, которое предсказывали в 1000, 1033 и 1100 годах. Люди отправлялись в религиозные паломничества, завещали свои земли монастырям и, наконец, постригались монахи. Европейцы задумывались и о том, с чем они предстанут перед Господом после смерти, то есть о своих грехах. Монастырь Клюни очень грамотно вписался в эту тенденцию. Именно монахи-клюнийцы сделали поминовение усопших важной частью литургического цикла. В конце X века в монастыре Клюни был учрежден специальный день поминовения всех усопших, который превратился впоследствии в важный церковный праздник. Наиболее торжественно обставлены были службы в честь самих монахов-клюнийцев. Когда монах Клюнийского монастыря умирал, поминальную службу служили в течение 30 дней. Более того, все эти дни пища монаха готовилась, но отдавалась бедным, которых клюнийские монахи называли стражами неба. Соблюдение личной бедности и забота о бедных были, пожалуй, самой важной частью монашеского устава клюнийцев. По легенде, аббат Адон однажды увидел, как монах его монастыря не пускает в монастырь неопрятно одетого нищего. Адон строго отчитал своего подчиненного, а нищему сказал: «Когда этот монах предстанет перед вратами рая, воздай ему тем же».
Несмотря на то, что сами клюнийцы соблюдали обет бедности, их монастыри и церкви были роскошно украшены. Великолепные росписи, богатое внутреннее убранство, роскошная церковная утварь – все это поражало внимание современников. Клюнийская конгрегация была самым влиятельным объединением монахов Средневековья. В XI-XII веках 4 римских папы происходили из Клюнийского монастыря. Клюнийцы зачастую становились епископами и кардиналами. Монастыри были необычайно богатыми. И это богатство, это могущество, это влияние стали началом кризиса клюнийского монашества. К концу Средневековья Клюнийский монастырь очень мало отличался от других обителей. Жизнь монахов постепенно становилась все более роскошной. Поток пожертвований постепенно оскудевал. В XVI веке во время войн между католиками и протестантами аббатство Клюни несколько раз подвергалось нападению со стороны протестантских отрядов. В XVII веке Клюнийский монастырь постепенно приходит в упадок. Восстановить влияние клюнийского монашества пытались такие известные деятели французской церкви, как кардиналы Ришелье и Мазарини. Но, тем не менее, их попытки оказались совершенно безуспешными. К концу XVIII века в монастыре Клюни было всего 50 монахов. Упадок Клюнийского монастыря довершила Великая Французская революция. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Каждый вторник мы будем рассказывать вам об истории средневековой Европы. А завтра, в среду, вы узнаете о событиях, происходивших в Америке, Азии, Африке и Австралии.